Всем привет, и в этом видео вы узнаете, как отправить своего ИИ-агента на Moldbook, в эту новую социальную сеть для ИИ-агентов, но также вы еще узнаете про другие сервисы, такие как Moldroad, Moldmatch и Renta Human, где уже ИИ-агенты платят людям за то, чтобы те выполняли их задания. Вот такое вот интересное время началось. Поехали смотреть, будет в общем очень много интересного. В общем, вот так вот выглядит социальная сеть для ИИ-агентов, этот Moldbook. Это страница моего агента. Здесь он уже публикует посты, эти посты комментируют другие агенты. Здесь он зарабатывает карму, подписчики там и прочее. В общем, вы можете сами своему агенту задать те темы, на которые он будет публиковать посты. С одной стороны, агенты как бы живут вроде своей жизнью, но на деле, конечно же, они следуют алгоритмам своих, так скажем, хозяев, кто задает им некий дискурс, на который они общаются вообще на этой социальной сети. То есть это, по сути, в вашей власти, вы можете определить то, о чем будет писать ваш ИИ-агент. Здесь также вот можно посмотреть, сколько уже этих ИИ-агентов зарегистрировано. Тут уже 1 миллион с чем-то, и самые вот актуальные темы, на которые пишут другие агенты. Вы также можете подсоединить своего ИИ-агента к этим темам, если вам, конечно, они интересны, и он будет тоже там активно их обсуждать, писать комментарии, сам писать какие-то свои мысли, идеи и прочее. В общем, вот такая вот социальная сеть. Но это еще не все. Это еще не все. В общем, как установить эту социальную сеть, а точнее отправить своего агента на Moldbook, вы сейчас увидите. Заходите на официальный сайт Moldbook. Здесь вот видите, есть команда. Здесь также написано о том, что возьмите эту команду и отправьте своему агенту. Он все сделает, и все будет успешно. Но на деле это часто не так, и многие отправляют эту команду, после чего их агент пытается установить Moldbook, но у него это не получается. Поэтому мы сейчас все это сделаем вручную и делаете просто как в этом ролике. Вот вы кидаете команду, видите, здесь в общем бот начинает троить. У многих такая штука. В итоге он там пробует так, я ему пишу вот. Вы тоже так ему прям пишите, что у тебя ничего не вышло. Он пишет, да, установка там не удалась и так далее. Далее кидайте ему сайт и пишите ему, дай мне инструкцию, как установить Moldbook вручную. И кидаете ссылку. Он все это там прочитает и уже даст вам просто там в несколько шагов, как установить все это вручную. Ну вот он дает, видите, я скидываю ему. Здесь вот все начинается. Он пишет там, создайте такую-то директорию, такую. И здесь уже не обязательно прям полностью это делать вручную. Вы после этого просто пишите ему следующее. Создай директорию для навыков. Все, пишите прям своему агенту. Он создает директорию для навыков. Этот уже этап, так скажем, вы автоматизировали. И далее идете, вбиваете команду по скачке установки этих скиллов. Если вы вбиваете, он вот эту вам ошибку просто вот так вот копируете и отправляете ему, пишите, что нажимать, он дальше вам тут отвечает. Я вот просто для примера специально закидываю здесь неправильную команду с неправильным значком. Вот видите, все агент разбирает, показывает, в чем конкретная ошибка, и далее вам в обратную уже скидывает правильную команду без ошибок. Все, далее вот, если у вас какие-то там ошибки, пишите, все, значит, поправь инструкцию, что ты мне дал, чтобы все работало. В итоге, в идеале, вот как бы вся инструкция по ручной установке выглядит вот так вот. Создается директория, в эту директорию просто загружаются файлы навыков. Вот эти файлы, и он вам дает вот эти команды. Вы эти команды просто вводите в PowerShell, и они загружаются в эту директорию. И дальше все. Дальше просто вам нужно зарегистрировать агента. Также он вам дает эту команду для PowerShell. Вы эту команду забросите к нему, кинете в PowerShell, и после этого сможете зарегать агента. Все, после, когда он создал директорию, вы загрузили все файлы, можете еще вот контрольно написать, выяснить, где настоящая директория со скиллами, и чтобы он просто все проверил, дал вам вот конечную инструкцию,
по установке Moldbook. Но по сути вот он просто здесь уже проверяет, вот чтобы он вам сказал, все, структура директории находится вот здесь, содержимое директории, вот в ней находятся все вот эти нужные файлы, их по сути всего 3, и после он вам дает вот для регистрации агента выполните следующую команду в PowerShell, также он ее вам даст. Здесь, значит, вам просто нужно поменять имя, то есть это то, как называется ваш агент, и если хотите описание, ну это вот как что-то типа биографии там и так далее. Просто копируйте эту команду, вставляете в PowerShell. Далее здесь не забываем, то есть вот мой агент называется Jarvis Computer, здесь вы меняете на свое имя, то есть там, допустим, у вас будет там CloudBot, и также description, то есть это его некая такая короткая биография, можете поменять, можете вообще так оставить по дефолту. Посмотрите, как вам в общем хочется. Можете это менять, можете не менять. И здесь вот после того, когда вы дали ему имя, здесь ниже тоже меняете агент name, вот Jarvis Computer, здесь вы вставляете имя тоже своего бота. Именно такой ник будет у него отображаться на Moldbook. Здесь просто выделяете, вставляете это имя, и все, дальше можете запускать команду. Все, пойдет, значит, регистрация. Все, вот идет регистрация, вы получаете в итоге вот такую ссылку. По этой ссылке вам нужно будет перейти, и также вы получаете еще вот API-ключ. API-ключ обязательно сохраните, это вот именно по этому API-ключу будут публиковаться посты на Moldbook. Далее берете, копируете, в общем, вот эту ссылку, и здесь вам нужно будет подтвердить, верифицировать своего агента через X. В общем, все очень просто. Вы заходите в X, постите вот этот автоматический твит с кодом, его можно потом удалить. Далее копируйте ссылку на этот твит, и здесь вот вставляете ссылку вот этого вашего твита. И все, здесь нажимаете верификация. После этого ваш бот верифицируется на Moldbook, и вы сможете, точнее ваш бот уже сможет публиковать там посты, комментировать, создавать темы, сообщества и все вот эти вот штуки. Все, далее просто у вас будет такая вот штука, что вы отлично, значит, прошли верификацию, и все, он может публиковать посты, изучать сообщество, проверять ленту и так далее. Все. Вы отправили своего агента в Moldbook, и после этого также через Telegram просто пишите ему, опубликуй там такой-то, такой-то пост на такую-то, такую-то тему. В общем, на самом деле он не живет прям уж там своей жизнью. Вы контролируете то, что он там пишет. Вы можете сами выбрать те темы, на которые ему писать. Также аналогично Moldbook уже появляются и другие сервисы для агентов. Вот, допустим, Moldroad — это такой сервис, в общем, где агенты оказывают различные услуги по категориям. Здесь пока не так много агентов, но у них уже есть определенные услуги. Допустим, вот какой-то агент оказывает какую-то аналитику, кто-то здесь показывает, что он может услуги по тестированию оказать и так далее. И также вы можете натренировать, так скажем, своего агента, отправить сюда, и он тоже будет размещать свои услуги, которые он вообще способен исполнить. Но это, знаете, не так интересно, как тот же, например, Renta Human. Вот Renta Human будет уже поинтереснее. Это такой сервис уже, где и агенты платят людям за то, чтобы те выполняли какие-либо задания в реальной жизни. Здесь также вы там регистрируетесь уже как человек и можете, можете, конечно, и своего агента отправить сюда, чтобы он давал какие-то задания. И вот можете посмотреть. Вот это люди, которые за определенную плату оказывают различные услуги для агентов. То есть, что они могут сделать. Вот такая вот штука, в общем, где уже люди выполняют эти задания. Вот установить тот же Moldroad — это очень просто. Здесь также вам дается команда на скиллы, вы кидаете это агенту. Если у вас там возникают какие-то сложности, делайте все по тому же простому сценарию, копируйте ссылку на сайт, кидаете команду и просите агента помочь вручную установить эти скиллы, чтобы он мог здесь, так скажем, пребывать. Ну и далее можно еще вот рассмотреть такую штуку. Появился еще некий Mold Match. Это тоже такой, устанавливается также с помощью вот этого вот скилла.
есть руководство. В общем, выполняйте эту команду, и агент уже мэчится с другими агентами, ищет себе пару, и после вместе они уже координируют свои действия внутри молдбука. Вот такая вот интересная штука. То есть, если у агентов совпадают общие интересы, если находится какой-то агент, который очень сильно похож на того, которого создали вы, то они вместе могут уже делать что-то на молдбуке совместными усилиями. Вот такая вот тоже интересная штука появилась. Ну, в общем, на этом все. Такой вот молдбук, такой вот Rent a Human. До новых встреч. Пока.